Кто не играл в Resident Evil 3, посмотрите хотя бы на стриме прохождения. Я, в свою очередь, познакомился с ней не в момент выхода, но думаю где-то в 2003 году. У меня была PlayStation 1. Она еще такая маленькая, компактная, меньше чем Sega, представляете? Так, стоп, погодите-ка. Есть Святой Дух, а есть Святой Звук. Вы посмотрите на габариты Sega Mega Drive и PlayStation. Конечно, я тогда не разбирался ни в железе, не знал, что Sega чуть ли не 10 лет было. А вот эмоции PlayStation не передать. Если вам за 30, то вы понимаете, о чем я говорю. Да и плойка вторая, хоть у меня и не было, но знакомые говорят о тех же эмоциях, которые неповторимы. Сегодня только VR-игры могут дать вау-эффект от увиденного. Так о чем это я? Resident Evil 3 Nemesis. Первая игра, которую я перепроходил несколько раз. Помню, потом Quake 2 появился. Но достаточно было запустить ее ради музыки. А здесь не только музыка, но и геймплей и сюжет. Наверное, в нулевых все мы были фанатами зомби-апокалипсиса. И вот тебе дают такую возможность оказаться прямо в центре города зомби. Игра стартует с выбором: отстреливаться или убегать от угрозы. На тот момент я даже не знал, что уровень сложности влияет на предметы. Например, в начале игры, если выбрать легкий путь, то нам дадут автомат. Помню даже сейчас свое удивление, когда решился на хардкор, и тут у меня нету автомата. Затем я замечаю мало патронов, потом аптечек, теперь обязательно нужен крафт. А до этого я даже не догадывался, что если убить Немезида, то с него выпадет награда. Мне казалось, он неубиваем, ведь стреляешь в него, а он все еще идет на тебя, и это жутко напрягало. Хотелось убежать, что, собственно говоря, я и делал. В начале игры нас сразу же знакомят с Немезисом, как бы тонко намекая: ты следующий. Если посмотреть предыдущие серии игры, например первый Резик, то мы увидим в главном меню глаз, что сигнализирует первый взгляд. Вы только вдумайтесь, 96-й год, вступительный видеоролик, и мне кажется, у каком есть отдельная должность по вступительным видеороликам и главное меню. Потому что первая, что вторая, что третья, даже Gun Survivor имеет притягательную атмосферу таинственности. Ты еще толком не знаешь ничего об игре, а уже чувствуешь, что тебя ждет что-то интересное и очень опасное. Опасное приключение. Вообще, первая встреча с Немезисом — это вам не просто какой-то босс-файт. Раньше в играх я только на Денди и Сеге в конце уровня мог встретить босса. А тут внезапно он. Еще и такая катсцена. Еще и тут выбор есть. Это что, это уже реальность или нет? И конечно же я выбирал вариант убежать как можно скорее. Попав в полицейский участок, кстати, я не играл в Resident 2, у меня был диск, но не читался. Я чертовски хотел его запустить, помню, даже полчаса оставлял приставку, думал, ну раскрутится диск, может рано или поздно замутится. Но нет, Resident 2 я уже познакомился на ПК. И если честно, он меня разочаровал, хотя если бы я тогда играл, возможно все было бы иначе. Время очень важно в играх. Во-первых, в каком возрасте вы играете. Во-вторых, есть ли с чем сравнить. И тогда игры были очень редкими. В месяц может быть одна или две новые игры. Слава богу, у меня были почти все хиты того времени, за исключением Silent Hill. Не попался он мне в руки, но уверен, он бы мне понравился, ибо уже в старом возрасте я переигрывал его с женой, и мы дико в восторге от него были. Что нельзя сказать про Resident 2, но все из-за сюжета. Понимаете, в играх важен либо сюжет, либо геймплей. И как по мне, в Resident чаще всего берет геймплей. За исключением третьего Резика, потому что именно здесь, мне кажется, как сюжет, так и геймплей чертовски классно сделан. Да, многие скажут, что про сюжетку третьего Резика, что он банально простой и так далее. Но, ребята, в нулевых эра зомби-апокалипсиса была на высоте. Тогда еще фильмы выходили: «Рассвет мертвецов», например, «Земля мертвецов», и ты просто кайфовал от увиденного. Я, например, вообще думал, что в 2012 году как раз это и случится, конец света, но нет. Так вот, если сравнить Резик 2, то там мне не понравилось, что мы пол игры в полицейском участке занимаемся бэктрекингом. Туда-сюда. Возимся с этими ключами, мало что происходит, разбавляет только Мистер Икс всем этим. Конечно, там есть и плюсы. Много пасхалок и то, что там 4 сюжета. Это большой на самом деле плюс. Я же говорю, если бы я играл в момент выхода или хотя бы в начале нулевых, возможно у меня было бы мнение иное. И был бы диагноз утенка или ностальджи. Пару лет назад я переигрывал Resident 3 и был снова в восторге. Прошел игру вроде где-то за 5 или 6 часов, вроде короткое время, да?
Но столько эмоций, столько событий за это время произошло. Вот сейчас игры делают по 20 часов и больше. Но зачем? Лучше сделать до 10 часов, но наполнить ее настолько, насколько это возможно. Джилл долго не задержится в полицейском участке, что для меня однозначно плюс. Да, мы там постреляем, пару встреч будет с нашим другом, и вот мы уже встретимся с Карлосом. Мне нравится чувство, что мы не одни в этом городе. Ракун-Сити. Каждая встреча с Карлосом, какой бы короткой она ни была, дает небольшой тайм-аут в апокалипсисе. Но иногда Немезис будет ревновать. И в зависимости, какой выбор мы сделали, мы встретимся в баре с Немезисом или в другом месте. Можем, кстати, ничего не выбирать. Всегда мы будем сражаться с монстром. Выходит, у нас 3 выбора есть, но не всегда. В этом же полицейском участке, если мы выберем остаться, то это по сути такой же выбор, как ничего не выбирать. А у нас еще ждет Михаил, Николай, трамвай. Кстати, по поводу трамвая. Я ж не смог пройти резик первый раз, когда у меня первый диск был. Да-да, не знаю, есть ли еще люди, которые сталкивались с этим, но когда заходишь в трамвай, то черный экран, и на этом все. Как бы я ни пытался, что бы я ни делал, вход в трамвай — это конечная станция игры. Не помню как, но у меня появился второй диск. На одном был второй резик, как раз таки, который не запускался, а на втором диск был на третий резик. И там то проблемы с черным экраном прошли. Версии игры отличались только локализацией, но на тот момент я не сильно обращал на это внимание. Главное же двигаемся по сюжету. А то, что Джилл иногда несет чушь, то так и незаметно было. Я вот сейчас вспоминаю, насколько казалось, да и сейчас кажется, масштабный мир можно было сделать благодаря 2D красивым задникам. Особенно вот эти вот видеоролики. Когда вот оно, спасение. Прилетел за нами вертолет, и тут внезапно немец достает свою базуку. И херачит по вертухе. Вот это поворот. И ты такой, как? Это конец, это не конец игры? Какой же кайф был, когда ты не знал, чего ожидать от игры, чем она закончится, и в какой момент не хотелось, чтобы она заканчивалась. Сейчас, кстати, когда играю в игры, часто замечаю, что хочется, чтобы игра быстрее закончилась. Я не говорю про резики, вот допустим недавно в колду 2 играл, и тупо тир. Может в 2009 году норм было, но сейчас в это играть сложно. И вот, мы снова 1 на 1 с монстром. Карлос ранен, а может уже и мертв. В этот раз бежать некуда. Ты берешь этот DualShock и жмешь кнопку прицеливания. И вторым пальцем нажимаешь на стрельбу. Все, что есть в инвентаре, все летит в Немезиса. Пока есть силы бороться, есть надежда. Но после победы он заражает нас вирусом. И тут снова поворотный геймплей. Мы играем за Карлоса. То, что мы не могли сдвинуть с места, теперь у нас хватает на это сил. И вот мы уже в больнице. Понимаете, как это работает? По времени это проходится где-то минут 20 или 30. И ты уже совсем в другой локации. А главное, ты перемещаешься по городу, это кайф. В резике 4 тоже это есть. Ты всегда куда-то идешь. Все вокруг рано или поздно меняется. И как раз таки не просто так, а именно вовремя, чтобы ты не успел устать от локации. Игра всегда держит тебя в положительном напряжении. Если вы не замечаете, как пролетает время в игре, это уже хороший признак классной игры. Возвращаемся к Карлосу. Ой, кстати, я уже молчу про ремейк 3 части. Конечно, это классная игра, но не совсем резик. Это твердая семерка с удобным управлением. Такой аттракцион эмоций. Качельки, которые туда-сюда тебя качают, но нет той атмосферы, как в оригинале. Мне сложно это объяснить, скорее всего дело в повествовании. Как все это преподносится, с какой скоростью развивается сюжет, прохождение тех или иных локаций, что нас ждет, и так далее. Серьезно, если вы не играли в Резик 3, вы сейчас можете скачать HD-версию для ПК и попробовать. И вы поймете, что игра другая. И я не про танковое управление, а про все вокруг, что происходит с Джилл. Я один раз прошел ремейк и дико был разочарован, но не самой игрой, а то, что это не ремейк. По крайней мере для меня. Для кого-то может это тот самый ремейк 3. Могу только позавидовать вам. Так что там дальше? А дальше у нас больница. Мы впервые встречаем хантеры, которые могут одним ударом скосить голову нашему Карлосу. Мы находим напарника, опять-таки, в этот раз нам никто не говорит и не намекает, что если мы на лифте отправимся на 2 этаж, то встретимся с Николаем, где тот возится с телами. Но если поехать в подвал, то сцена с Николаем будет другой. Вроде бы мелочь, но откуда нам знать? Таких мелочей не хватает в современных играх. После того, как мы собрали вакцину, Карлосу срочно нужно будет бежать в больницу, ведь обнаружится, что она заминирована и у нас есть немного времени покинуть ее.
С этим проблем нет. А вот встреча с обновленным Немезисом, вот тут либо убегаем Джилл, либо сражаемся. Но так или иначе, даже убив его, он снова оживет, когда мы вколем антивирус Джилл и будем играть за нее. Чтобы вы понимали, я очень много всех деталей пропускаю, начиная с сюжета и заканчивая головоломками, чтобы вы могли переиграть любимую игру, если о чем-то позабыли уже, ведь игре уже больше 25 лет. После босс-файта, кстати, вот уже не помню с каким счетом ведем бой с Немезисом, но за все время он ни разу мне не надоел, потому что он модифицируется. То у него тентакли вырастают, то у ракетница появляется, а вскоре он вообще станет быстрее. Выходит, почти каждая встреча дает нам новый опыт. Со своей стороны все так же целимся и стреляем, но черт возьми, как это приятно сделано. Стрелять и уворачиваться у меня не всегда получается, где-то 50 на 50, но аптечек хватает даже на харде. Знаете, думаю, визуал невероятно бустанул игру. Даже сейчас, играя, задний фон никак не устарел. Он стильный, детализированный, с правильными тенями, наклон света, все это радует глаз. Вот это одна из магий, которая осталась в Резике 3. И никто не может ее вытащить. Просто расставить везде свет по локациям недостаточно. Даже рейтрейсинг не поможет. А что поможет? Правильно, реклама всякого онлайн-хлама. Ага, не на этом канале. Так вот, в парке нас ждет босс-червь, а перед этим Николай. Но подождите-ка, вас тоже смутила дыра в камине? И тайная комната. Да-да, до сих пор как-то офигеваю с этого момента. Вы еще скажете, а червь с внешним видом похожий на... Неважно. Просто монстр. Мы можем игнорировать его, а можем попробовать убить. Но я обычно игнорирую. Да, вот такой вот я, не боевой. Лично ухожу от проблем. Но не в этот раз. Немного пройдясь по парку, мы попадаем на фабрику или завод. Но тут какая-то закономерность. Куда бы мы в резиках ни шли, концовка ведет нас к лаборатории. Но тут, как я понял, химический завод. Можете меня поправить, если это не так, но перед входом нас, конечно, встречает Немезис с выбором. Скинуть его с моста или самому скинуться. Есть еще третий. Это ничего не выбирать и файтиться с ним. Но по факту он скинется сам. Перейдем к интересной головоломке. Наверное, самое сложное и в то же время гениальное. Нужно собрать пазлы так, чтобы получилось как в первом верхнем окне. Но когда тебе 10 лет, ты тыкаешься туда-сюда, не совсем понимаешь, что тут надо делать. Но именно эта головоломка у меня отпечаталась навсегда в голове. Мне нравится, что в резиках часто интуитивные головоломки. Даже если ты не знаешь, как их решить, рано или поздно, методом тыка, ты их обязательно решишь. Все локации завода прекрасны, хоть и есть чувство конца. Вот-вот игра закончится. Хотя все еще было непонятно, как мы выберемся отсюда. Хоть и в детстве я не задавался этим вопросом, но почему именно сюда? Почему из всех возможных путей мы попали именно сюда? Даже как-то странно. Может, я чего-то пропустил. И тем не менее, конец был близок. Есть катсцена, где Николай улетает. Мы с ним можем пофайтиться, даже ракетницу взять, и тем самым собьем вертолет. Но чаще всего просто надо переждать. И он улетит. Он напомнил мне Т-1000, который напролом идет, несмотря ни на что. Обливаем его кислотой и задаемся вопросом, что тут и как. А дальше он возвращается. Подпитавшись тираном, он стал, как по мне, еще более неуклюжим. Простая биомасса. Пару выстрелов его успокоило. И самое восхитительное, что всю игру он кричал нам вслед «Старс». И тут Джилл такая «Ты хочешь Старс? Я дам тебе Старс». И даже если у вас нет револьвера или патронов, разработчики продумали этот момент. И вот мы поднимаемся на лифте, где нас встречает вертолет. Карлос, не пойми откуда, тоже следом появляется. И мы заканчиваем игру Resident Evil 3. Но не спешите расходиться, ведь это конец сюжетной игры. А нам еще дают возможность поиграть за наемников, где за короткое время нужно дойти до начала игры. Опять-таки, нам не говорят, куда бежать. Пару раз мне удалось дойти до финиша и получить награду баксы. Вы могли бы купить минигам и другие предметы. Это не игра, а легенда. Еще есть 9 фотографий с описанием, открывается только если вы пройдете игру полностью. Выходит, мы 9 раз должны перепройти игру. Выполняем мини-игру «Наемник», где покупаем оружие с бесконечным запасом, и все это в одной игре. Это где-то на 100 часов геймплея.
Не обязательно сразу было перепроигрывать игру, чтобы открыть все фотографии. Слава богу, в PlayStation была карта памяти. Кстати, покупая PlayStation One, в комплекте карта памяти не шла. Тогда, но благо мне купили самую дешевую карту, где где-то только 3 игры вмещалось туда. Так вот, подводя итоги, эта игра получилась выше, чем Рейзик, первый и второй вместе взятых. При этом разработчики сами этого не ожидали. Вот такой вот получился видеоролик. Если вам есть что добавить, пишите в комментарии, обязательно прочту и поставлю лайк. Всем удачи!